Привет, друзья! Сегодня пенсия в Германии – это история о том, как огромное количество людей посвящает себя поддержке близких, сознательно жертвуя своей карьерой, но при этом даже не догадывается. Их страховой капитал может расти без прямого участия работодателя. Скажу прямо, государство редко акцентирует свое внимание на подобных механизмах, однако правило здесь довольно жесткое. Касса по уходу обязана участвовать в формировании вашего будущего пенсионного обеспечения, если вы берете на себя заботу о нуждающемся человеке, особенно пожилом. При этом для системы не имеет решающее значение родственные связи. Вы можете помогать, например, давнему другу или соседу, а пенсионные баллы будут начисляться в установленном порядке. Давайте же разберем эту внутреннюю механику по фактам, чтобы вы понимали, как не терять положенные средства. Чтобы ведомство начало перечисление взносов в ДРФА, необходимо соответствовать двум базовым критериям. Первый – временный порог. Помощь нужно уделять не менее 10 часов в неделю, причем этот график должен быть распределен хотя бы на 2 дня. При этом речь не идет о разовых бытовых услугах. Закон четко разграничивает эпизодическую помощь и системный уход. Учитывается именно регулярная поддержка, от помощи с гигиеной и одеванием до содействия в передвижении по дому. Если же вы ухаживаете сразу за несколькими людьми, часы суммируются, что может существенно повлиять на итоговый результат. Однако существуют и ограничения, о которых не всегда подробно информируют. Ключевой здесь момент – это официальный статус нуждаемости подопечного. Если человеку присвоена только первая степень, начисление пенсионных баллов не производится. Механизм начинает работать со второй степени и выше. При этом действует прямая зависимость. Чем выше уровень потребности в уходе, тем больше взносов перечисляется на ваш персональный пенсионный счет. Еще один важный фильтр – это ваша занятость. Если вы работаете более 30 часов в неделю, считается, что вы в состоянии самостоятельно формировать свое пенсионное обеспечение, и дополнительные взносы со стороны системы не предусмотрены. В этом проявляется особенность немецкой модели. Поддержка направлена прежде всего на тех, кто вынужден сокращать свое рабочее время ради ухода за другим человеком. В сравнении с рядом стран Европейского Союза, где подобная деятельность рассматривается как личная ответственность семьи, Германия все-таки учитывает домашний уход как часть трудового стажа. Это может привести к увеличению будущих выплат, но только при условии официальной регистрации в системе ухода. Существует еще один жесткий критерий, который часто становится камнем преткновения для работающих людей. Ваша личная занятость на основном месте не должна превышать, как я сказал, 30 часов в неделю. Законодатель ввел этот лимит специально, чтобы отсечь тех, кто помогает лишь эпизодически. Логика системы здесь проста. Если вы трудитесь на полную ставку, у вас физически не остается просто-напросто времени на полноценную заботу о нуждающемся человеке, а значит и рассчитывать на дополнительные взносы от государства вы не можете. Кроме того, важно, чтобы эта деятельность не была оформлена как профессиональная работа через социальную службу. Весь смысл этой льготы – поддержка именно добровольных помощников, а не наемного персонала. Многие сегодня задаются вопросом, а как же быть с деньгами по уходу, которые выплачивают подопечному? Здесь есть важный юридический нюанс. Эти средства, которые человек может передавать вам в качестве благотворительности, официально не считаются заработной платой. Для налоговой и пенсионной системы это рассматривается как личная поддержка, поэтому получение таких денег не отменяет ваши пенсионные права. Главное, чтобы весь процесс был оформлен, а официальную регистрацию в кассе по уходу, а не оставался на уровне устной договоренности. Сама механика начисления взносов устроена достаточно удобно. Касса подопечного, как правило, берет основную часть оформления на себя. Вам не требуется отдельно обращаться в офисы немецкого пенсионного страхования, система начинает работать автоматически после подтверждения вашего статуса.
Однако ваша задача вести точный учет фактической помощи. Важно фиксировать, какие же действия вы выполняете и сколько времени на это уходит. Эти записи становятся ключевым основанием при проверке со стороны медицинской службы МЭД. Только после их заключения ведомство принимает окончательное решение о том, насколько ваш вклад соответствует установленным требованиям. Анализ текущей практики показывает сегодня, что подтвержденный период ухода может существенно повлиять на ваше финансовое положение в будущем. Каждый год такой деятельности учитывается как ваш страховой стаж, и его, скажем так, вес зависит от степени потребности в уходе. Тем не менее, строгие рамки законодательства приводят к тому, что многие добровольные помощники в Германии не попадают в эту систему, чаще всего из-за превышения рабочего времени или, например, ошибок при оформлении документов. Но несмотря на лояльность системы, существует целый перечень условий, при которых страховой счет не пополняется. Закон четко разграничивает ситуацию, когда такая деятельность не дает права на начисление пенсионных взносов. Например, если уход за человеком осуществляется в стационаре, взносы за помощника не перечисляются. Считается, что основную нагрузку берет на себя именно медицинский персонал. Также вне системы остаются те, кто не достигает минимального порога в 10 часов в неделю или оказывает помощь только один день. Есть и возрастное ограничение, помощник должен быть старше 15 лет. Отдельно стоит упомянуть еще временную помощь. Если вы подменяете основного опекуна на период его отпуска или болезни, такой период не засчитывается в ваш страховой стаж. Аналогично, участие в волонтерских программах, например, в рамках добровольного социального года, регулируется другими совершенно правилами и не дает автоматического начисления пенсионных баллов. Анализ положения действующих пенсионеров раскрывает интересную сегодня юридическую деталь. Если вы уже получаете полную пенсию или являетесь бывшим госслужащим на обеспечении, прямое увеличение выплат за счет ухода за кем-либо не применяется. Однако существует легальный механизм. Это модель флекси-ренте. При переходе на частичную пенсию вы вновь приобретаете статус застрахованного лица, и касса по уходу может снова начать перечислять взносы за вашу деятельность. Это дает возможность увеличить будущие выплаты даже после формального выхода на пенсию. В текущих реалиях максимально возможный бонус от такой деятельности ограничен примерно 2 пенсионными баллами в год. Для понимания масштаба это сопоставимо с уровнем начислений при высоком доходе. Если вы стремитесь дополнительно укрепить свой финансовый фундамент, допускаются добровольные взносы на пенсионный счет. В результате уход за нуждающимся человеком в Германии становится не только социальной ответственностью, но и инструментом долгосрочного финансового вашего планирования, который при грамотном оформлении способен увеличить ваши будущие выплаты. Но пока мы обсуждаем с вами, как волонтеры и родственники ведут борьбу за каждый час ухода, работающее население страны пытается понять, где проходит та самая граница, за которой зарплата перестает быть инструментом выживания и становится основой стабильной жизни. В Германии официально обозначен новый ориентир для тех, кто стремится к финансовой самостоятельности. Согласно основному закону, государство обязано обеспечивать минимальный уровень жизни, однако свежая аналитика показывает, что формальные нормы уже не успевают за тем ростом повседневных расходов. Исследование немецкой социально-экономической панели СОЭП выявило серьезный разрыв. Ожидания граждан в текущем периоде оказались значительно выше тех сумм, которые власти считают достаточными. Чтобы чувствовать себя уверенно, среднестатистический житель страны теперь называет сумму, существенно превышающую действующие социальные стандарты. Пока кабинет министров Фридриха Мерца ведет споры вокруг реформы Бюргергельд, пытаясь перестроить систему выплат в сторону более строгого базового обеспечения, опросы тысяч респондентов по всему ФРГ демонстрируют другую картину. Для большинства достойная жизнь это уже не ограничивается оплатой аренды и базовых расходов, а включает возможность формировать сбережения
инвестировать в образование детей и спокойно реагировать на счета за электроэнергию. Анализ данных сегодня подтверждает, действующая методика расчета достаточного уровня все чаще дает сбои. В то время как политики обсуждают ужесточение требований к получателям пособий, реальные доходы населения испытывают давление со стороны именно роста цен. Исследователи подчеркивают, что ощущение финансовой устойчивости сегодня напрямую связано с уровнем вашего дохода, который позволяет не только покрывать базовые нужды, но и сохранять привычный уровень социальной активности. Вот этот разрыв в восприятии становится серьезным вызовом для властей, поскольку официальный прожиточный минимум все чаще воспринимается обществом как граница бедности, а не как база для нормальной жизни. В рамках масштабного исследования немецкой социально-экономической панели специалисты опросили более 3000 жителей страны, чтобы выяснить, совпадает ли официальный прожиточный минимум с реальным ощущением благополучия. Полученные данные были статистически обработаны так, чтобы отразить картину по всему обществу, и результаты оказались крайне неоднозначными. Хотя 61% респондентов подтвердили, что их бюджет позволяет вести привычный образ жизни, детальный разбор цифр выявил серьезный разрыв между разными группами населения. Серьезное финансовое напряжение начинается на уровне дохода ниже 2000 евро в месяц. Оказалось, что для 2/3 жителей Германии эта сумма является психологически и экономическим порогом. Все, что находится ниже этой отметки, люди чаще воспринимают как выживание, а не как устойчивую жизнь. В текущих условиях расходы одного человека в немецком городе нередко приближаются к этой границе, особенно с учетом аренды и страховых взносов. В итоге те, кто зарабатывает меньше этого ориентира, сталкиваются с ограниченными возможностями для долгосрочного своего планирования. Однако самая показательная статистика касается именно получателей государственной поддержки. Здесь разрыв между официальными нормами и реальной оценкой достигает максимума. Лишь около 3% получателей Бюргергельд считают выплаты достаточными для сохранения достойного уровня жизни. Для сравнения, базовая ставка для одного человека, я напомню, в текущем периоде составляет 563 евро плюс покрытие расходов на жилье, что почти вдвое ниже уровня, который сами граждане называют минимально комфортным. Эти данные показывают, что государственная поддержка воспринимается большинством скорее как жесткое ограничение, чем как какая-то устойчивая база для нормальной социальной жизни. И здесь интересно, что взгляд на бедность в Германии сильно зависит от личного опыта взаимодействия с системой социальной поддержки. Те, кто никогда не обращался в джоб-центр и не получал Бюргергельд, часто оценивают ситуацию значительно проще. Около 40% таких респондентов считают, что государственных выплат достаточно для базовой жизни. Это как раз тот случай, когда со стороны ситуация выглядит стабильной вроде бы, однако реальное положение становится очевидным именно для тех, кто напрямую сталкивается с этой системой. Если разобраться глубже, становится видно, что в текущем периоде чувство неуверенности в завтрашнем дне характерно для конкретных групп населения. Сильнее всего финансовое давление ощущают именно люди с частичной занятостью, безработные, а также молодежь и женщины. У них представление о достойной жизни значительно реже совпадает с теми фактическими возможностями. И дело здесь не ограничивается именно уровнем цен. При нестабильной занятости или, например, на старте карьеры у человека отсутствует финансовый запас, который дает то ощущение устойчивости. Сейчас, когда власти активно готовят реформу социальной системы, о которой я вам рассказывал, особенно отчетливо проявляется ключевая проблема. Государственные структуры и граждане просто по-разному понимают сам термин «достойная жизнь». Для государства это прежде всего обеспечение базовых условий, то есть жилье и питание. Для большинства жителей Германии этого недостаточно. Люди хотят иметь возможность участвовать в общественной жизни, планировать свое будущее и формировать сбережения. В результате возникает парадокс. Закрепленный законом минимум формально соблюдается, но в восприятии многих он воспринимается как та нижняя граница, за которой полноценная жизнь фактически невозможна.
Юридические нормы Германии рассматривают ситуацию гораздо более шире, чем просто расходы на продукты или оплату энергии. Основной закон подразумевает, что человек должен иметь ресурсы для полноценного участия в жизни общества. Речь идет именно о социальной активности, то есть возможности оплатить транспорт, встретиться, например, с людьми или не ощущать изоляцию из-за ограничения средств. В немецком праве финансовая изоляция человека считается нежелательной, так как она ограничивает его участие в общественной жизни. Для определения денежного эквивалента таких условий государственные структуры используют систему мониторинга расходов. Анализируются реальные чеки большого числа домохозяйств с низким доходом, на основе чего дальше рассчитываются средние траты на одежду, бытовые нужды, связь и питание. Результатом становится именно тот показатель стандартной потребности, который сейчас установлен на уровне 563 евро в месяц. В сравнении, например, с соседними странами, такими как Франция или Бельгия, немецкий подход выглядит более структурированным, хотя и он с трудом поспевает за ростом цен. Однако эти 563 евро, о которых я вам сказал, это лишь та базовая часть, предназначенная для повседневных расходов. Полный бюджет складывается именно с учетом аренды плюс отопления. В результате общий уровень обеспечения находится в диапазоне от 1000 до 1200 евро в месяц. Здесь проявляется важный региональный контраст. В Берлине или Гамбурге этих средств хватает лишь на самые необходимые расходы, тогда как в менее дорогих регионах, например в сельских районах той же Саксонии или Тюрингии, такая сумма дает больше финансовой свободы. В итоге мы с вами имеем уровень жизни в Германии в текущем периоде, что во многом зависит от региона проживания и, конечно же, ситуации на местном рынке жилья. Но на фоне такой дискуссии о прожиточном минимуме правительство в Берлине решило перейти к более решительным шагам и ослабить налоговую нагрузку в той сфере, где расходы граждан растут буквально с каждым нажатием на педаль газа. Германия сегодня готовится к возможному развороту цен на автозаправочных станциях АЗС, который запланирован, напомню, на 1 мая. Черно-красная коалиция в ускоренном порядке запустила механизм временного снижения налоговой нагрузки на горючее. Поводом стал резкий скачок котировок на фоне напряженности вокруг Ирана, который оказывает давление не только на логистику, но и бюджеты миллионов домохозяйств. Политический календарь уже расписан по дням. Первое чтение в Бундестаге, я напомню, пройдет на текущей неделе, а финальное решение останется за Бундесратом на специальном заседании, тоже напомню, 24 апреля. Главная цифра, которую стоит запомнить водителям сейчас, это 17 центов. Именно на такую величину может снизиться стоимость литра дизеля и бензина уже в начале следующего месяца. Представитель ХДС ХСС Штефан Билькер подтвердил, что мера рассчитана примерно на 8 недель. Параллельно власти сохранят еще один финансовый инструмент – это премии от работодателей в размере до 1000 евро по-прежнему освобождаются от государственных сборов. Это попытка поддержать экономическую активность без сложных процедур пересмотра заработных плат. Министр финансов сегодня Ларс Клинбаль уже перевел свое ведомство в режим повышенной готовности, требуя от своих коллег максимальной скорости в оформлении документов. Вице-канцлер настаивает, закон должен вступить в силу до майских праздников. Фридрих Мерц называет этот шаг поддержкой для семей и предпринимателей. При этом канцлер отдельно подчеркивает, что ожидает от нефтяных компаний передачи эффекта снижения налогов конечным потребителям, то есть нам с вами. Маркус Зёдер поддерживает эту позицию, отметил, что расходы на топливо в последнее время стали серьезной нагрузкой для населения, тогда как оппозиция уже готовит критику предложенных мер. Геополитическая напряженность вокруг Ирана отразилась сегодня на немецких водителях резким ростом цен на АЗС. Сразу после Пасхи ценники, вы знаете, начали расти быстрыми темпами, и литр дизельного топлива прибавил около 70 центов, а бензин вырос примерно на 41 цент. Правительство Фридриха Мерца признало, что точечными мерами ситуацию стабилизировать сложно. В итоге власти предложили два шага. Это временное снижение налоговой нагрузки на топливо
и возможность для бизнеса выплачивать сотрудникам так называемые кризисные бонусы, как я сказал, до 1000 евро. Эти выплаты освобождаются от подоходного налога и социальных взносов. При этом в Берлине понимают, что бюджетные ресурсы ограничены. Чтобы компенсировать это снижение дохода, власти рассматривают усиление налоговой нагрузки именно в других сегментах. В текущем периоде обсуждается повышение акцизов на табачные изделия, что частично перераспределяет нагрузку между различными группами потребителей. Параллельно правительство Мерца усиливает внимание к нефтяным компаниям. Речь идет о более строгом антимонопольном контроле, а также о возможном введении налога на сверхприбыль. Подобный механизм уже применялся ранее, напомню, и теперь рассматривается как инструмент для перераспределения доходов в условиях нестабильного энергетического рынка. Лидер «Зеленых» Франциска Брантнер назвала текущие планы правительства серьезной ошибкой. По ее оценке, временное снижение налогов на бензин может привести не к ожидаемой поддержке граждан, а наоборот к дополнительной выгоде для нефтяных компаний. Оппозиция предлагает альтернативный сценарий. Вместо субсидирования ископаемого топлива – снижение налогов на электроэнергию и введение более жестких механизмов налогообложения сверхприбыли корпораций, которые получают высокие доходы на фоне геополитической нестабильности. Брантнер ссылается на предыдущий опыт. Она отмечает, что аналогичная мера, применявшаяся ранее, не дала ожидаемого эффекта. Часть компаний не снизили цены для нас с вами, потребителей, а перераспределила выгоду в свою пользу. В этом контексте текущая инициатива правительства вызывает у оппозиции сомнения в эффективности и прозрачности реализации. Снижение цены на топливо на уровне 17 центов выглядит привлекательно, однако фактическая динамика на АЗС может отличаться от расчетной. Ключевой вопрос сейчас заключается в том, сможет ли государство обеспечить передачу налогового эффекта конечным потребителям. Дополнительные меры, такие как повышение акцизов на табачные изделия для компенсации бюджетных потерь, рассматриваются сегодня как экономический инструмент, но одновременно вызывает дискуссию о перераспределении нагрузки между различными группами населения. Бюрократическая система в Германии, вы видите, постепенно начинает менять курс, и первым это почувствуют те, кто привык ежегодно разбираться с налоговыми декларациями, искать те чеки разные и заполнять официальные формы. Для большинства жителей страны подготовка налоговых отчетов давно стала изнурительным ритуалом с разборов, квитанций и поиском нужных строк в системе Эльстер. Страх допустить ошибку и столкнуться с претензиями со стороны налоговых органов заставляет многих откладывать этот процесс до последнего дня. Однако ситуация начинает меняться. В Гессене, например, запущен пилотный проект, который меняет привычный порядок. В налоговой инспекции города Кассель теперь действует принцип, при котором часть работы выполняется автоматически. Суть идеи предельно практична. Если ваша ситуация не связана со сложными финансовыми схемами, например, вы наемный сотрудник или пенсионер без дополнительных источников дохода, у государства уже есть большая часть необходимых данных. Работодатели, пенсионные кассы и страховые компании передают информацию в цифровом формате. Теперь же налоговые органы собирают эти данные и формируют предварительный вариант вашей декларации. Вам больше не нужно вручную заполнять все детали в системе. Эльстер ведомство само насчитывает, если у вас переплат или необходимость доплат. Анализируя этот шаг, можно отметить сегодня, что Германия усиливает опору на собственные цифровые базы данных. По сравнению с традиционным доходом, при котором граждане годами хранили чеки и подтверждения своих расходов, новая система значительно снижает затраты времени. Ведомство фактически исходит из того, что данные, уже прошедшие через работодателей, банки и социальные службы, считаются достоверными по умолчанию. Это движение к модели, в которой государство частично, скажем так, берет на себя роль финансового администратора для граждан, уменьшая вероятность ошибок и спорных ситуаций в налоговых расчетах. Но, несмотря на удобство новой системы, в ней сохраняется важный финансовый нюанс. Автоматическая обработка данных учитывает доходы, но не всегда отражает ваши расходы.
Если, например, у вас были траты на профессиональное обучение, услуги специалистов на дому или расходы на дорогу до работы, эти данные по-прежнему нужно вносить вручную. Для этого используется общегерманская онлайн-платформа Elster, и классическая процедура подачи декларации никуда не исчезает. Она остается дополнительным инструментом для тех, кто хочет максимально точно отразить свои расходы. Для людей с простыми и понятными доходами такой сервис становится серьезным, конечно же, облегчением, однако специалисты призывают сохранять внимательность. Эксперты сегодня подчеркивают ключевой риск. Юридическая ответственность за полноту данных по-прежнему лежит на налогоплательщике. Если принять предварительный расчет ведомства без проверки и не указать дополнительные вычеты, можно лишиться части возврата. Система ориентирована сегодня на упрощение обработки информации, а не на автоматическое снижение налоговой нагрузки. Поэтому проверка каждого показателя остается важной. Опыт Гессена уже вызывает интерес и в других регионах. Например, в Тюрингии Министерство финансов готовит запуск аналогичной платформы под названием Амзель, то есть административное налогообложение. Хотя проект пока находится на стадии подготовки и массовое уведомление еще не рассылается, но направление развития уже ясно. В Германии постепенно переход от модели, где гражданин полностью заполняет декларацию самостоятельно, к системе предварительной подготовки расчетов. В этой новой реальности важно внимательно проверять данные в системе, так как финальная ответственность за корректность, я сказал, остается именно за пользователем. И разобравшись с налоговыми тонкостями, стоит нам с вами переключиться на юридические аспекты, которые могут внезапно стать актуальными для любого владельца автомобиля на дорогах страны. Дорожные инциденты в Германии — это не только стресс, но и серьезное испытание для вашего кошелька. Даже при незначительном столкновении финансовые потери могут быстро достигать 1000 евро. Большинство водителей сегодня рассчитывают в первую очередь на оплату ремонта именно страховой компании. Однако закон рассматривает такие ситуации гораздо шире. Мало кто осознает, что пострадавшая сторона имеет право на ряд дополнительных выплат, которые иногда составляют существенную часть вашей итоговой компенсации. Главный юридический принцип ФРГ гласит: после аварии владелец должен находиться в том же финансовом положении, что и до нее. Анализ практики показывает, что ремонт — это лишь часть последствий. Даже если ваш автомобиль восстановлен до идеального состояния, он получает статус участника ДТП. При последующей продаже этот факт может, соответственно, снизить его рыночную стоимость. В немецком праве это называется денежной компенсацией за потерю стоимости. И пострадавший имеет право требовать ее возмещения от страховой компании виновника. Чем новее ваше авто и чем серьезнее были повреждения, тем выше может оказаться эта сумма. Кроме того, в текущем периоде суды подтверждают право на компенсацию за невозможность использования автомобиля. Если машина находится сегодня в ремонте, а владелец отказался от аренды подменного авто, страховая компания обязана выплатить суточную компенсацию за каждый день простоя. Суммы варьируются в зависимости от класса автомобиля от 23 до 175 евро в сутки. К этому добавляется фиксированная расходная паушаль в размере 25 евро на мелкие расходы вроде телефонных звонков или почтовых отправлений, которые выплачиваются без предоставления чеков. Таким образом, знание своих прав позволяет превратить стандартное урегулирование страхового случая в более полное возмещение понесенных расходов. Когда вы оказываетесь пострадавшей стороной в дорожном инциденте, закон защищает вас от большинства сопутствующих расходов. Период, в течение которого ваш автомобиль находится в мастерской, приносит массу неудобств. Нужно добираться до работы, возить детей или решать какие-то бытовые вопросы. В немецкой юридической практике за это предусмотрена компенсация за невозможность использования своего автомобиля. Сумма выплат напрямую привязана к классу и возрасту автомобиля. По актуальным данным клуба ADAC, суточное начисление, как я сказал, варьируется от 23 до 175 евро, и вся техника делится на 11 категорий.
от бюджетной группы А до люксового сегмента L. Обычно независимый автоэксперт сразу указывает нужную классификацию в своем заключении. К этому добавляется так называемая фиксированная паушаль на мелкие расходы. Даже если вы не собирали чеки на телефонные звонки в страховую или почтовые расходы, например, вам могут все равно выплатить от 15 до 25 евро просто за ведение дел. Важный нюанс в текущем периоде касается и услуг специалистов. Если вашей вины в столкновении нет, расходы на независимого эксперта и адвоката обычно оплачиваются страховой компанией виновника. Это принципиально важно, так как эксперт со стороны страховщика может быть заинтересован в занижении вашего ущерба. Помимо этого возмещаются и затраты на эвакуатор и хранение автомобиля на стоянке. Если же повреждение настолько серьезно, что автомобиль не подлежит вообще восстановлению, страховая при определенных условиях компенсирует даже государственные пошлины за снятие машины с учета и регистрацию новой. По сути, правовая система Германии стремится к тому, чтобы авария не приводила к дополнительным личным расходам вас как потерпевшего. На этом у меня на сегодня все. Внимательно следите за пенсионными начислениями при уходе за больными, проверяйте налоговые черновики в системе Эльстар и знайте свои права на компенсацию после ДТП. Спасибо за просмотр.